Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся на крейсер Аврора, но в чем суть? Я был здесь неделю назад вместе с женой и маленьким ребенком, но мне не понравилось. Вот честно тебе скажу, вот эта экскурсия, вот поход наш, он выглядел ровно вот так. Много фоток незнакомых людей, много фоток незнакомых людей. О, колокольчик. Что это такое вообще? Хоть какое-то объяснение это будет или нет? Что это вообще за такая штука? Почему она важна, что ее показывают в Международном музее? Поэтому я вернулся домой, связался с друзьями-моряками, взял все фотки экспонатов, которые я здесь надел, попросил их рассказать мне, что это, зачем это, какие-то интересные вещи, которые с ними были связаны. Поэтому сегодня я не буду пересказывать ни историю, ничего из Википедии, что вы легко найдете сами, но я хочу сделать так, чтобы когда вы придете и подниметесь туда на борт, вы будете ходить, видеть, и вам будет интересно, и вы будете знать, что об этом рассказать вашим спутникам. Погнали! 700 рублей видео с моряком! Грабеж! Грабеж! В самом начале музея вам очень красочно покажут Аврору на большом интерактивном экране. Они похвастаются своей карапасной палубой и броней в 38 мм. И тут вы такой остановитесь на минуточку. Так, стоп! Стоп. На главной палубе я видел вот такое огромное орудие. Оно стреляет огромными большими снарядами. И если вот эти полметра взрывчатки не способны пробить вот эти вот 38 миллиметров брони, то вообще смысл этого всего? Нафига нужна такая война, да? В музее, к сожалению, ответа на этот вопрос нет, но я вам сейчас расскажу. Дело в том, что Аврора создавалась не совсем как боевой корабль, и в равном бою любой военный корабль того времени ее бы, в принципе, нахлобучил. Но у Авроры брала своя особая роль. Благодаря такой тонкой броне она была очень легкой и могла далеко плыть. Далеко — это значит, она заправлялась углем в Мурманске, доплывала до Владивостока и возвращалась обратно без дозаправки. По-моему, это далеко, в принципе, даже для сегодняшнего времени. Поэтому она должна была заплывать в тыл предполагаемому противнику, ну и там всячески шкодить. Ну, как шкодить? Топить безоружные торговые суда. Ну, в общем, такая не особо геройская роль. Жаль только, всю эту логическую цепочку вы должны были построить, узнав, что у Авроры вот такусенькая броня 38 миллиметров. И вот такая бандура, по идее, ее что, не может пробить? Ну, это же миф какой-то. На самом деле, знаете, что мне непонятно? По идее, этот корабль должен выдерживать войну, да? Здесь должны быть взрывы, здесь должны попадать снаряды. Короче, здесь должно твориться всякое мракобесие такое полное. Но почему-то все элементы движущиеся, они приварены, прикручены цепями. То есть, по идее, корабль должен пережить войну, но не справиться с туристами или с детьми, которые просто хотят здесь полазить. Здесь очень много картинок, как мы победили в русско-японской войне, а вот там очень много картинок, мы победили в Первой мировой войне. Но, к сожалению, просто картинки не помогли, и Россия сначала перебила от японцев, а потом от немцев. Но надо должен правительство в том времени, потому что крейсера перевооружали и после русско-японской войны, и после Первой мировой. Единственный прокол в том, что они перевооружали их после войны, а не перед. Но оставим логику логичным людям. Кстати, экипаж Авроры насчитывает 570, по-моему, человек. Ну, 500 с чем-то точно. Куда здесь столько вообще? Где их столько размещать? Как они тут поместятся-то, все эти моряки? Я не понимаю, он же маленький. 570 человек. Давайте пойдем к этой штуке, потому что тут прекрасно вообще все. Туда пулеметная лента, про которую расскажу наверху, зачем вообще носить. Маузер с прикладом, который присоединялся и превращался в настоящую винтовку. Это просто мега крутая вещь.
Маузер — это просто крутейший пистолет. Дело в том, что у него была деревянная кобура. Но вы фактически носили с собой огромный такой деревянный ящик. И при возможности могли достать этот пистолет или подсоединить эту кобуру деревянную как приклад. И у вас получалась винтовка, которая лупила на 1 километр. Для примера, Калашников сейчас бьет прицельной дальностью 800 метров. Километр — это, конечно, не предельная дальность. Маузер был косоват, то есть он туда-сюда бил, 2 метра вправо, 2 метра влево, но вражеский корабль попадал, и это, собственно, нормально. По поводу матросов, обмотанных пулеметными лентами. В начале 20 века впервые появилась авиация, а корабли, вот эти, они не были готовы к тому, что их будут бомбить сверху. И надо было им срочно что-то придумать. Собственно, что ты придумаешь? Корабль-то уже построен, поэтому матросы затаскивали пулемет на самый верх, куда-то вот туда. Да, и там стоял человек и должен был отбиваться. Он там должен был стать в дождь, в холод, в шторм, в любую абсолютно погоду и тащить с собой еще такой нифиговый боезапас для пулемета. А как это сделать? Потому что ему надо нести и подниматься одной рукой. Именно поэтому они начали обматываться просто пулеметными лентами, и таскать их на себе, вот таким образом. Но им так это понравилось, что когда уже появились зенитные орудия, они все равно продолжили обматываться, потому что это тупо круто выглядит. А теперь представьте, что у людей того времени за всю жизнь может быть всего одна фотография. И как обидно, когда ты на ней либо моргнул, либо чихнул. Кстати, вот эти палубы знамениты тем, что в 2009 году, когда в России деньги уже были, а законов еще не было, «Аврору» снял олигарх Прохоров и его топ-менеджеры, какие-то другие олигархи. Короче, они настолько напились, что вот с этих штук сигали воду. Можете загуглить, это известная история, ее сейчас не афишируют, но она была. А после этого Тина Канделаки, которая была ведущей, она с палубы позвала всех гостей в гостиницу, по-моему, там напротив, Прибалтийская, говорит: идите, поднимайте демографическое положение олигархам. Вот такая была история. Друзья, на самом деле я приехал сюда всего ради пары кадров. Вот этих вот кадров ночной Авроры. Если вы меня спросите, стоит ли платить за билет, чтобы подниматься сюда, приезжать сюда днем, я честно скажу, что не знаю. Но я определенно вам советую сюда приезжать вечером. Потому что ночная Аврора с этой подсветкой — это одно из самых красивых и спокойных мест в Петербурге. И немного справочной информации в конце. Билет стоит 400 рублей, музей открыт с 11 утра до 6 вечера. Ближайшее метро с одной стороны Горьковская, с другой площадь Ленина. Идти от обоих примерно 1,5 километра, поэтому разницы нет. От Горьковской маршрут живописнее, это факт. Выходные дни, понедельник и вторник. В это время здесь делать нечего, в остальные вполне можно. В выходные собирается довольно длинная очередь. Мы стояли в прошлый раз примерно 30 минут вместе с ребенком, это было не очень комфортно. Вот сейчас, в будний день, в районе обеда очереди нет вообще, проходится очень быстро. Фейс-контроль на входе очень жесткий, то есть меня заставили снять рюкзак, заставили открыть его, провели металлоискатели много раз, заставили в камере хранения оставить воду, любые напитки. Если приходите с коляской, коляску тоже заставляют оставить внизу. Здесь с маленькими детьми я там не видел. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я надеюсь, что вам понравилось.